Здравия вам, уважаемые исследователи древней истории. С вами Николай Субботин и канал Протоистории. Буквально на днях у нас произошло приятное событие у нашего друга, коллеги и официального представителя Ассоциации Протоистория в Санкт-Петербурге Лидии Соловьевой вышла новая книга, которая называется «Гиперборея. Поиск продолжается». О чем эта книга, я думаю, Лидия вам расскажет сейчас сама. А саму книгу, которая вышла в издательстве «Белые альвы», приобрести можно уже сейчас по ссылке, которая приведена в описании. Тираж небольшой, но я думаю, что если спрос на эту книгу будет достаточный, конечно же, будет сделана допечатка. И готовится к изданию уже вторая книга. Она находится в печати, но обо всем этом вам расскажет Лидия Соловьева. Итак, предоставляю ей слово. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Здравствуйте, подписчики канала Протоистория. Здравствуйте. Для тех, кто не знает, меня зовут Лида Соловьева. Вот я тоже исследователь из Санкт-Петербурга. Занимаюсь всеми исследованиями, поиском всего непознанного и неизведанного всю свою жизнь. И параллельно с этим являюсь официальным ученым. На самом деле у меня уже еще в 90-е годы было много научных трудов, официально опубликованных. Но именно книг по нашей теме, по теме, связанной с исследованиями, загадками, с альтернативной историей, с неофициальными версиями, у меня еще не было. И вот свершилось. На самом деле, благодаря Николаю Субботину, который отправил мои книги в редакцию издательства «Белые альвы» Светлане Николаевне Удаловой, благодаря Николаю я вот могу похвастаться перед вами своим дебютом. У меня вышла книга «Гиперборея. Поиск продолжается» или «Загадки под ногами». Но почему Гиперборея? Гиперборея – это то место, где мы сейчас с вами находимся. Я расскажу об этом в двух словах чуть попозже. Вот, эта книга, она написана еще в 2017 году. Это была моя вторая книга из двулогии, я бы сказала, наверное, хоть так не говорят. То есть первая книга называлась «Атлантиду ищите под ногами или под носом», вторая «Гиперборея. Поиск продолжается». Они обе уехали в редакцию, но почему-то вот это оказалось первой. Я не знаю, в принципе, на самом деле их можно читать и по очереди, можно вместе, они друг друга дополняют, но не продолжают. То есть данная книга имеет такой публицистический вид в виде дневника. Здесь пишется заодно о том, как я к этому всему пришла, чем мы тут занимались. То есть, параллельно я вела дневник. Вот, в 2017-м. Первая книга была написана в 2015-м. То есть с 2014 года начиная написать две книжки. Написала их, можно сказать, сразу на чистовую, написала на одном дыхании. Как это произошло? Дело в том, что у меня на тот период времени была очень интересная жизнь. Я попробовала жить в деревне. Вот, всю жизнь прожив в Питере, и побывав во многих странах мира, я в 2014 году вместе с кризисом оказалась в тех краях, где строится путинский порт Усть-Луга, где он сейчас уже работает. Порт, кстати, очень интересный. Там у нас, в той деревне, где я живу, где у меня дача, нет связи, нет интернета, иногда нет света. Но тот самый порт, о котором идет речь, он в 20 километрах примерно по прямой, а километрах в 40 Эстония. Так вот, в порту у нас есть квадрокоптеры и есть собаки-роботы, которые смотрят за рабочими. То есть, как говорится, пик цивилизации и полный упадок. У нас в деревне, знаете, там медведи приходят, кабаны, такое глухое место. И я оказалась там в 2014 году. У меня были планы по работе в Кингисеппе, но там в связи с тем, что мэр Кингисеппа сменился и так далее и тому подобное, просто у меня оказалось очень много свободного времени и мало дел. И, в принципе, первый раз в жизни я из своей такой вот очень активной жизни, когда некогда было даже поспать элементарно, то есть когда у меня каждую неделю было по 2 разных города, как говорится, оказалось в режиме стагнации. Подумала, чем же заняться? И тут мне пришла идея, а не изложить ли мне на бумаге все то, о чем я уже давно думала, размышляла и мечтала.
Кстати, на тот момент я пыталась уже снимать видео, но я не знала, что можно быть блогером. То есть, в принципе, я еще был такой немножечко в чем-то технически непродвинутый человек. То есть люди уже выступали на Ютубе, снимали ролики и набирали просмотры, но я об этом не знала. И я решила по старинке написать книжку. Но это вот моя вторая книга получилась. Первая, наверное, выйдет скоро тоже в издательстве «Белая Альва», насколько я понимаю. И я стала писать все, что я думаю, все, что я вижу, и все, что мне пришло в голову за это время. Сейчас у меня здесь есть шпаргалка, я в нее посмотрю. О, видите, такой вопросник небольшой. Кстати, да, его мне Николай Субботин прислал, но на самом деле, я говорю, Коля, просто респект, Коленька, спасибо тебе огромное. Надеюсь, что у нас будет еще и для совместного творчества очень много идей, много вдохновения. Ну, а сейчас я отвечу на вопросы. Так что вот, идея создания книги, вот, понимаете, идея зрела, в принципе, всю жизнь, наверное. И вот она была создана тогда, когда появилось время, и было абсолютно нечем себя занять. То есть, когда лето, то там есть чем себя занять, когда зима, или особенно в межсезонье, если нет никаких заказов по работе, не надо никуда двигаться, особенно если сломана машина, то ты сидишь как будто на острове, как смотритель маяка. И вот, будучи таким смотрителем маяка, я эту книгу вот и написала, точнее 2. Почему именно о Гиперборее первая книга, а не о тайнах и загадках Санкт-Петербурга? Первая это вообще-то у меня была про весь мир и про Питер, а Гиперборея это же тоже часть Питера, получается. Точнее, Питер часть Гипербореи. Есть одна из версий, этих версий, конечно, море, что у нас первая столица Гипербореи, там, где Горомеру, вторая столица Гипербореи, это Омск, и третья Питер. Это одна из. Но в любом случае мы находимся в северных широтах, и Гиперборея где-то здесь. Именно сюда, в район там Карелии, например, летал Аполлон к своей матери Лебедь, к своей матери Ладе. Вот. Такие есть легенды в Древней Греции. Он летал с Олимпа. Очень много всякой разной информации, такой легендарной. То есть Питер это же тоже часть Гипербореи. Почему я не писала про Питер? Знаете, дело в том, что я, как любой коренной ленинградец, Питер-то не особо-то люблю. Я родилась здесь, мои родители родились здесь, бабушки, дедушки, все родились здесь. Папа родился аж во время блокады в Ленинграде в 1943 году, 22 июля. Поэтому мне Питер, как бы вам сказать, со своими красотами надоел еще в 80-е годы 20 века, когда я возила экскурсии для иностранцев на английском языке. И вообще, понимаете, то есть Питер это, конечно, город красивый, но у нас всегда возникал один вопрос к нашему уважаемому градостроителю Петру. А какого, извиняюсь за выражение, Петя, ты посадил нас в это болото? То есть климат в Питере непредсказуемый и абсолютно непригодный для жизни. Мы всегда все задумывались, а как же здесь можно было жить раньше? Потому что у нас, помимо белых ночей, есть хоть небольшая, но полярная ночь зимой. И зимой, если отключить свет и отключить фары у машин, то все. Адьос, амигос. То есть никуда не уедешь. Плюс к этому здесь такой климат, что здесь не просто холодно, здесь очень большая влажность и постоянный ветер, то есть очень промозгло. И вот поэтому, как вам сказать, любой коренной ленинградец, он частичный альтернативчик. Он прекрасно понимает, что печками и свечками вы это дело не разогреете и не осветите. И мы были в этом уверены, как говорится, с детства. И помню, вообще все исследования мои начались года с 86-го, когда я увлеклась американскими индейцами, то есть меня вдохновлял не Питер, а именно индейцы. Про индейцев это будет отдельная, конечно, у меня потом книга. А что касаемо Питера, знаете, я жила на Васильевском острове, и к Меньшикову во дворец, который стоит на набережной, постоянно затекала вода во время больших наводнений. Мы бегали на это смотреть, нам это очень нравилось, когда мы учились в школе. А потом в 89 году нам случайно повезло с дуру попасть в США бесплатно. Дело в том, что для тех, кто помнит, у нас Юрию Андропову в свое время написала американская школьница Саманта Смит. Она написала ему письмо о том, что американские дети не хотят войны. И Андропов сказал, что в принципе мы тоже войны не хотим, и пригласил ее в Артек. Вот. Саманта приехала в Артек, подружилась с девочкой по имени Наташа Каширина, а Наташа Каширина училась в моей школе. И вот таким вот образом наша школа попала в программу такую интересную, что когда началась перестройка, все делегации стали к нам ездить. Тем более мы были на Васильевском, мы жили в Питере, и это было не очень далеко для иностранных делегаций, то есть у нас постоянно болтались иностранцы. А потом мы съездили кто в Америку, кто в Швецию, то есть в разные страны бесплатно по проекту «Гармония». То есть такое, знаете, случайное стечение обстоятельств.
И будучи в Вашингтоне, я наблюдала такую картину, что многие дома, там, конечно, и закопанные этажи есть, но есть дома, которые вот низ, как будто крепость, огромная вот такая, крепостные мощнейшие стены. Сверху начинается наш питерский дом, а все это дело венчают красные черепичные крыши. То есть, побывав в Вашингтоне, это была первая иностранная страна в моей жизни, конечно же, в 89-м, сами понимаете. Я поняла, что дома-то как у нас, но только первый этаж у них в основном не там, где у нас, подземный, а где-то в районе третьего. Вот. А архитектура та же, все те же финтифлюшки, все те же колонны, все абсолютно. Ничего удивительного. То есть, обойдя Вашингтон со всеми его музеями буквально часа за 4, я не знала, куда себя девать. Потому что Вашингтон с его 12 лучами, ну, буквально маленькая деревня. По сравнению с Питером, да простят меня жители этого прекрасного города. И меня тогда, у меня возник вопрос, говорю, а почему у вас так вот высоко этажи, почему такие стены мощные? Мне говорят, мы боимся удара с моря. Боимся потопов, боимся наводнений. Я такая, да что вы, а мы не боимся. Меньшиков так дворец построил шикарно, что у него, ну, наверное, не знаю, там русалки живут в подвале. Специально так строили. И вот это так строили, с тех пор меня немножечко и зацепило. Ну и стала я обращать внимание на все эти необычности. Поэтому что в этой книге, что в той, которая выйдет позже, про Атлантиду, которую нужно искать под ногами или под носом, не только имеется в виду, не только Гиперборея, понимаете, не только Атлантида. Здесь имеются результаты всех моих путешествий, то, что я видела в других странах, то, что Афина и Александрия Египетская, ну, просто как Питер, то есть они ничем не отличаются. Может быть, только где-то что-то погрязнее, где-то что-то ну, в Афинах, например, там у них там как копнут, так сразу античка, копнут сразу античка, метро из этого не строят. Ну, а так все то же самое, даже наши троллейбусы или наши там советские автомобили катаются. Поэтому, ну и к тому же все в этих книгах рассказаны все выводы, к которым я пришла, получается, к году к 17-му, что ли, начиная с 86-го. Вот и смотрите сами. Поэтому в основном эта книжка публицистическая. Она рассказывает о моей жизни, о моих мыслях. То есть мы пишем, здесь даже есть такая фраза, пишем сразу вслед за мыслью. Мне приходит мысль, я пишу. Поэтому я не могу сказать, что я опиралась на труды наших знаменитых классиков, как Светлана Жарникова или Валерия Демина. Я, конечно, с ними знакома, но я не стала делать именно научный анализ. Научный анализ еще впереди, это уже для, наверное, защиты докторской по данному направлению. А может быть и не для меня, потому что я читала, я смотрела, но я решила описать то, что вижу сама. То есть это не изложение чужого материала, это мои мысли. То, что я где брала чужой материал, он просто стоит в кавычках со ссылкой и все. То есть это, вот, как сказать, такая литература для широкого круга читателей. Скажу вам, здесь фотографии есть разные у нас. Значит, как бы мы здесь все, что ходим, изучаем, записываем, все оно в книге представлено. Мои соратники сфотографированы, есть фотки из интернета и просто наши личные. Вот поэтому на самом деле я книжку написала, вывесила в интернете потихонечку. Она висела где-то там у меня в группе и забыла о ней. Ну да, вот как-то с Николаем Субботиным мы года 1,5 назад как раз эту тему подняли. Случайно, и книжка оказалась там, где ей, наверное, было положено быть. Вот у меня мои соратницы Света и Вера со мной изучают белые каменные, эти самые остатки строений, засыпанных в Александро-Невской лавре, например. Поэтому им тоже пламенный привет. Так что следующая книга, которая у нас выйдет, это будет «Атлантиду ищите под ногами или под носом». Там больше про Питер. Там про то, почему Петр не мог строить Питер, рассказано. И опять же говорю, там и мои мысли, там и, кстати, там даже вот как раз про мои разные поездки рассказано слегка, немножечко. Ну и то, к чему мы пришли тогда. Вы знаете, что касается следующих книг, я думаю, я очень человек такой, как сказать, я бы не сказала, что глубокий, я достаточно поверхностный, я быстро теряю интерес к какому-то делу, и я не могу доводить его до конца, поэтому сейчас мне нужно собрать все свои записи, которые напечатаны, слава тебе, Господи, и собрать всех своих соратников, которые все записывали по дороге, пока мы путешествовали даже здесь, в этих местах, и все это дело скомпоновать. И я предполагаю выпустить 2 книжки. Первая, вот у меня сейчас она пишется в данный момент, я пишу ее прямо сейчас, называется «Поход длиной в год».
Это про формирование нашего клуба экспедиционного в Питере, который сегодня просто называется элементарно «Клуб Лиды Соловьевой». Это не культ личности моей, это просто потому, что у меня один чат уже украли. Было дело. И группу ВКонтакте пытались. Ну и моя подруга Света сделала чат и сказала: Лида, у Лиды Соловьевой, Лиду Соловьеву не украдут, поэтому пусть называется так. Я говорю, ну ладно. Вот, так что я пишу о том, как говорится, таком, может быть, продуктивном годе, когда мы, во-первых, встретились с соратниками, как это произошло. Далее там будет написано о том, как мы ходили по фортам зимой по льду залива. Это было не этой зимой, это было прошлой зимой. В эту зиму нам не удалось повторить наш поход по фортам, потому что погодные условия не способствовали данному явлению. Но вот предыдущая зима была как раз морозной и именно подходящей для того, чтобы можно было спокойно по этой Маркизовой луже посетить все эти замки, кстати, замки, которые были, скорее всего, краем предыдущего древнего города. А может, и не древнего, а может быть, и недавнего. Вот об этом будет книга. И о ребятах, и о том, что мы посетили. Я, если честно, даже все локации не вспомню. Потом у нас летом была совместная с каналом iSpeak с Олегом Павлюченко экспедиция по Питеру и по области. То есть тоже очень много всего интересного мы нашли и посетили. И вот этот сейчас список, можно сказать, со всеми интересными выводами, что мы видели, что нас поразило, он тоже будет приложен к третьей книге. Ну а четвертая книга, вот у меня про индейцев практически готова, называется «Кто же все-таки открыл Америку?». И надо просто посмотреть. Я ее, если честно, написала вообще в 91 году. И из-за того, что она написана так давно, я ее не читала. Я ее нашла недавно в шкафу и думаю, боже мой, 30 лет назад написано, пора ее видеть свет. Сама удивилась, что писала о том, что тамплиеры, оказывается, тоже посещали Америку еще когда-то. Вот, надо посмотреть будет эту информацию. Ну и дальше вот как раз соберу все свои, я уже даже собрала все свои заметки, потому что я вела дневник, и плюс к этому, бывая в разных странах, и писала то, что вижу там. То есть у меня отдельный египетский поход, отдельно Юго-Восточная Азия есть, ну и так далее, и тому подобные поразительные вещи, что меня поражали. Ну и отдельно, что здесь творилось у нас, когда начался кризис 2014 года. Я вот это все как-нибудь соберу, то есть вот эти книжки мне сейчас, мне надо просто взять себя в руки и их просто сделать. Так что ждите. Вот поэтому советую купить эту книгу. Купить ее можно в издательстве «Белые Альвы». Мне вот пишут некоторые подписчики, говорят, мы хотим купить ее лично у вас. И без торговой наценки. Я говорю, что вы? Во-первых, торговой наценки там нет. Она стоит вообще буквально копейки, на мой взгляд. Во-вторых, у меня нет большого тиража этой книги, потому что мне авторские экземпляры присылают просто вместо гонорара. То есть она у меня не лежит где-то на складе. И те книги, которые сейчас у меня в руках, их буквально осталось 5 штук. То есть я их даже уже не могу никому продать, потому что я обязана их презентовать. Вот в чем вопрос. Поэтому я рекомендую действительно покупать через «Белые Альвы». Ссылка, я так понимаю, будет в описании обязательно. И, может быть, даже в закрепленном комментарии, да? Возможно, и такое. И я считаю, что эту книгу можно читать любому человеку абсолютно, потому что здесь, знаете, как мой папа всегда называл меня, что, говорит, Лида, ты ученый лужа, обо всем и ни о чем. Я же все-таки ученый. Но я говорю, а теперь оказалось, что это и хорошо. Сейчас люди, ковырять глубоко одну тему, это, конечно, хорошо, но не мое, не на мой характер. И да, эта книга посвящается моему отцу Соловьеву Валерию Николаевичу, за то, что он в детстве научил меня мечтать. Кстати, вторую книгу, которая первая, кстати, про Атлантиду, та книга посвящается Николаю Субботину за то, что он меня порекомендовал в издательство. Но вы видите, какая ситуация вышла? Это вышла первой. Поэтому, Коля, спасибо огромное. Спасибо, Светлана Николаевна. Дорогие друзья и подписчики, кто любит что-то на бумаге, кто хочет почитать, приобретайте, читайте и пишите вопросы. И мне пишите вопросы, и под роликом в комментариях на любом из каналов. Просто, знаете, дело в том, что когда занимаешься постоянно всем этим мероприятием, то уже упускаешь суть. Такое ощущение возникает, что все и так понимают. А потом оказывается, что у людей такая масса вопросов, а ты считаешь, что это уже всем известно, всем понятно. Как-то так.
Ну и, естественно, когда будет тепло, мы планируем кучу разных экспедиций. Вы, пожалуйста, смотрите за всеми новостями на канале. Вот, просто у нас на наших каналах Ютуба. Обязательно, ну, в ТикТоке также, я думаю, в ВК, во всех группах, потому что, в принципе, можно всегда присоединиться к любой из наших экспедиций. И плюс к этому, у кого есть свои мысли, мнения, пожелания, ради бога, с удовольствием связывайтесь. Вот, а я все-таки постараюсь завершить еще 3 книжки, ну, как бы, которые уже практически на сегодняшний день готовы, ну, почти готовы. И чтобы их было не одна, не две, а 5. Надеюсь, что вам понравится. Вот. Поэтому приятного прочтения. Ждем вас. Ждем ваши вопросы. Пишите обязательно комментарии. Обязательно пишите комментарии. Комментарии – это то, благодаря, ну, как бы, что даст нам возможность направить наши мысли, наши исследования в интересное для вас русло. Так что, как говорится, еще раз огромное спасибо Николаю. Коля, мой дорогой, у нас тут сугробы-то, ну, как бы тихонечку тают, то есть Гиперборея оттаивает. Вот Гиперборея – страна за Бореем, за северным ветром. Это сегодня считается, что за северным полярным кругом, а раньше Карелия – это тоже Гиперборея. А отсюда, где я сижу, до этой самой Гипербореи километров 100, а может быть даже и нет. Может быть, я и сижу на гиперборейских землях в данный момент, если так посмотреть. Кстати, здесь есть лично моя версия горы Меру. Никто эту версию еще не выдвигал. Я первая. Я не по источникам это сделала. Я сделала это просто математически, по карте. Посмотрела и вуаля. Так что, друзья, сейчас, надеюсь, я ничего не упустила. Сейчас я гляну. Немножечко. Упустила. Что? Насчет авторских встреч в Питере. Дело в том, что я в Питере живу, но если кто-то желает со мной увидеться, вы заранее или смотрите, какие встречи проходят у нас в клубе, у меня на канале, или заранее, что пишите, звоните, потому что, ну, не задолго. Потому что я в Питере, конечно, живу, но не нахожусь круглосуточно здесь. То есть я очень люблю путешествовать и передвигаться по разным городам, местам. Я думаю, что даже будут не столько авторские встречи в Питере, а когда будет экспо-сезон, мы будем все время где-то ездить, и можно будет просто примкнуть всегда, в любое время. Но, знаете, если кто-то захочет лично мне вдруг написать, ну вот кому-то, именно не просто поболтать, а присоединиться, просто набирайте в Яндексе Лидия Соловьева, и там и телефон, пишите в WhatsApp. Так что авторские встречи будут, но не просто мои личные. Я думаю, что вот когда будет, вот Николай приедет в субботу в Питер, сделаем встречу. Ну и так далее и тому подобное. И когда действительно будут приезжать коллеги, наши друзья, соратники. Так что встречи всегда, пожалуйста. Но меня надо еще поймать. Потому что... Так. Ну, надеюсь, что у меня все нормально записалось. Хоть и не уверена, конечно, в этом, потому что техника в последнее время шалит. Так что все, дорогие друзья. Всем счастливо. Увидимся где-нибудь, наверное. Увидимся, когда увидимся, не обязательно в Питере. Так что все. До новых встреч.